Даня Дубов достает из широких штанин большую дубину и идет дубасить Хикарика. Занес ему целую ладью на покушать. Е3 поперла мелюзга подножная. Накамура отвечает Е5. Думает, что ее кто-то тут боится. С4, С6, Д4 с перестановкой ходов. Это у нас получилось что-то с чем-то похожее на какой-то там полупокерный ферзевой гамбит. Накамура меняется на поле d4 и получается у нас d5 с перестановкой ходов полупокерный вариант французской защиты. Конина развивается на c3 и хромой скакун Накамуры также развивается на поле f6. Второй конь скачет тут как дурной на дискотеке, слонина e6 Накамура развивается и пешки решили разменяться на халяву на поле d5. Конина подбирает пихунделя на d5 и диагональный наглец ушел на большую диагональ, чтобы там постреливать на пешку а6 с разными матовыми угрозами. Даня Дубов, наверное, самый неудобный соперник кому-либо. Стоит вспомнить, как он Синдарова выносил, Карлсона, как он выносил. Да, в принципе, всех он может вынести, но не всегда. Второй косоглазый идет на поле Е7, подготавливая своему небритому бункер на поле Ж8. Император комнатный просто ушел в 2-0. Вторая конина подходит в бой, желает перестроиться где-то на F6 или на B6. И тут сейчас у нас начнется, ребята, жесткая атака. Ты, если впервые на моем канале, жмякни лайк, подписку, ведь таких обзоров ты больше нигде не найдешь. Тяжелая туша идет на открытую линию Е, чтобы посматривать на ушастого диагонального беса. Забегая наперед, скажу, что именно эта ладейка и принесет себя в жертву богам шахматным. Бункерный Накамура уходит в рокировку, и обратите внимание, что не слишком много фигур, которые смогли бы защитить этого старого поводыря капитана команды черных. Именно это и подмечает Даня Дубов в этой позиции. Предлагаю тебе подумать, как сыграл Даня Дубов, как сыграл бы ты. Ну чё там греха таить, давай я тебе покажу. Ладья пошла на таран на поле Е6. Первый звоночек по куполу Накамуры. Такие удары пропускать могут не только лишь все. Накамура может это делать. Конечно, ладью брать надо. Если ее не брать, то просто ладья отойдет назад и минус слон получается. Не перспективно вообще никак. Поэтому забрали на поле Е6. Даня Дубов тащит свою королеву двора в самую гущу, присматриваясь к унылой пешке на поле Е6. Ведь отдали качество, но слон, например, на поле d3 ничем не хуже, чем вонючий шкаф на поле а8. Превентивно старый король убежал на поле h8, чтобы в случае взятия на Е6 не было шаха, но Даня Дубов не говноед, за мелочью не гоняется. Он идет конем на Е4, немножко выпускает. Лучше было бы сыграть, конечно, ферзь Е4, как-то напасть просто на мат на поле H7 и после вот этого вот скакуна перевести свою мамаситу на поле H4. Но, к сожалению, Даня играет конь Е4, ему так виднее, он художник, он так пишет. Накамура бросает своего жеребца на поле F4, нападает на ферзя, нападает на поле D3 слона, пора бы сбрить. Но Дубов сначала бреет этого коня, ладья F4. Получается у нас просто лишнее качество у Накамуры. А это ведь еще тот блицор, кстати. Накамура в блиц. Кто-то говорит, что даже круче Карлсона. Но я сомневаюсь. Как думаешь ты? Можешь черкануть свое мнение в комментариях. Пешка G3 застряла в текстурах и передает привет ладейке на поле F4. Спрашивает, как дела, малыха? Не собираешься или ты съебать отсюда? Чтобы команда не волновалась. Отводит Накамура свою ладью. Вторая пешка идет к атаке, закидывает удочку на поле G5. Вот здесь может одна конина пристроиться, вторая конина пристроиться. Посматривать на пихунделя H7, посматривать на пешку E6. Накамуре срочно надо как-то возвращать качество. Например, даже просто затырить конину на поле F3, чтобы было лучше. Но находится за Накамуру за черных контр-игра ходом E5. Накамура пытается как-то дать еще шанс своим фигурам, своей команде, но это не точность. Лучше было бы сыграть просто G6 как-то, чтобы ограничить действия вот этого вот диагонального беса на пешку H7, чтобы потом никто не нападал. Но кто мы такие, чтобы судить ходы Накамуры, он так видит. Конечно, никто эту пешку вонючую брать на E5 не будет, просто
конина идет на G5, угрожает вилка на поле E6. Слонина тырит коня, это все же атакующая фигура, надо сбрить. Конь G5, именно вот здесь угрожает уже вилочка на поле E6. Накамура решил, пора бы мне отдавать долги. Качество нам одолжили, теперь я его вам возвращаю. Ходом А6 Накамура разрешает Дубову поставить вилку на поле Е6. Конечно, Даня этим пользуется. И получается, что у Накамуры не позиция, а швейцарский сыр. Дыра на дыре. И из каждой воняет проигрышем. Короче, позиция из серии «Вызывайте эвакуатор». Накамура отводит свою мамаситу на поле F6, что является сильнейшим продолжением в этом варианте, но Даня все равно свое кушает, ладейку забирает, и получается позиция, даже не позиция, а заключение патологоанатома. На самом деле играть это еще можно, так как в принципе равно на доске. Даня, пользуясь случаем, забирает на поле Е5 и конь Е5. Вроде бы уравняли, вроде бы какие-то жертвы там делали, остается лишь доказать, что Даня здесь был прав, и все это было не зря. Получится ли у него, не знаю, будем посмотреть. Слонина Е4. Менять, конечно же, такого слона в эндшпиле нельзя, ибо позиция имеет такой более-менее открытый вариант, открытый характер. Конина на F7 убежал, и это ошибочка. Лучше с Ракамуре было бы все же дать шах. Предложить размен. Забрал. Разменялись всеми вся и катать ничейный эндшпилечек. Но с Ракамура не был бы таким сильным, если бы он не сыграл конем на поле F7, что позволяет Дане потянуть еще один тухлый шкаф, ладья Е8 и ферзь D2. Чтобы не было никаких коней на поле D6, а они будут, они могут быть. Ферзь Е5 подвязал вроде бы этого слона, но это ненадолго. Просто ладья Е3. Ладейка стала под защиту пешки и сейчас угрожает отскок слона на поле С6, например. Ладья D8, нападение на ферзя, и это ошибка. Лучше было бы сыграть просто ферзь F6. Это ошибка, ладья D8, что позволяет Дубову просто перевернуть всю картину. Ходом ферзь Е2, точным ходом Дубов опять создал угрозу взятия на поле С6. Конина D6 нападает, ничего, Хикару не боится. А что же если забрать на С6? Что может быть? Да просто ферзь А5, ладья А3, ферзь Б4 и слон Д5. Накамура просто без пешки и с никудышней позицией. Поэтому после слон Д6, слон Д3 себе аккуратненько не отступает, ферзь D5 и ладья Е7 заходит по обжорному ряду собирать вот этих всех безбилетных зайцев. Позиция за белых просто песня, включаем асфальтоукладчик и тупо закатываем Накамуру в бетон. Ходом ферзь d4 Накамура еще что-то пытается там защищать на поле g7. Слон b1 подготовка к финальному решению, к финальному свистку в этой партии. Просто войти ферзем на c2 и на h7 пропердолить Матильду. А что Накамура на такой ход? А он предлагает поменяться. И это ошибка, так как поле g7 остается без защиты. Ферзь e5, асфальтоукладчик уже заехал, готов поставить просто мат. Накамура защищается ладьей, отставляет подбоев своего вонючего коня. Если этого коня сбрить, тогда ферзь c1 сюда пошел и ферзь b1. Разменялись и все как бы хорошо. Но да ладно, после ладья g8 у Дубова есть немножко лучший ход. И именно этот ход я позволяю тебе найти самостоятельно. Подумай несколько секунд, проверь подписку, лайк, колокольчик. Ведь уже с завтрашнего дня стартует в Америке большой турнир с участием топов. Будем его, конечно же, обозревать. А этот ход ладья Е6. Выясняется, что мы напали на коня, напали на пешку А6, чтобы просто Матильду запердёлить. Ведь пешка связана, мы заберем просто с чистым кайфом. Но можно дать шах на С1, а толку король просто отступает на G2 и все хорошо. Здесь мат висит в один ход. В этой позиции Накамура так и делает, дает шах на С1, на король сюда свалил просто на G2 себе уютно. И чтобы не получить мат, Накамура оставляет своему королю, который забился в угол. Как сутулый пес в углу стоит, боится. Ладья F8 просто ушел. Ферзь D6 забирает, нападает еще на ладью. Теперь Накамура еще и не может забрать этого слона. Не имея времени на часах, Накамура психанул. Просто отдал свою ладью на поле F2. Даня ее забрал с чистым кайфом. И получается, что если даже забрать этого слона, у Накамуры нет никаких
ресурсов на то, чтобы вести дальнейшую борьбу. Кликай на плейлист, есть партии Дани Дубова на канале, также в закрепленном комментарии плейлисты с партиями других шахматистов. Смотри, кайфуй, подписка, до новых встреч!